Привет! Ты на канале с обзорами книг платформы Литмаркет. И сегодня я поделюсь с вами личным мнением о прочитанном. Ну что, поехали? Книга Владислава Баева «Свет и тьма» опубликована на сайте Литмаркет в августе этого года. Повествование ведется от третьего лица и рассказывает нам о том, как 12-летняя девочка Катя не просто оказывается в чужом для нее мире, так еще и в чужом теле. Что же с ней произошло? Как так получилось? Со временем мы узнаем, что Катя является одной из призванных героев, которые под покровительством эльфов должны спасти людей от злобных варваров-орков. Итак, наш путь начинается. История начинается с того, что в кабинете некоего ученого появляется таинственная незнакомка и предлагает ему свою помощь. Тут нам уже дается намек на то, как именно обстоят дела в этом мире. Никто не смеет даже пытаться противостоять высшим расам, эльфам с орками, не будучи наказанным за свою дерзость. Практически сразу после этого мы переносимся в наш мир и знакомимся с Катей, обычной 12-летней школьницей, которая просто живет своей обычной жизнью. К несчастью, на ее пути встает неожиданное препятствие, и сколько бы она ни пыталась от него убежать, это ей не удается. Именно после этих событий Катя и просыпается в новом для себя мире и теле. Главную интригу произведения можно выразить фразой: а все действительно то, чем кажется. Начнем с того, что в теле взрослого мужчины находится 12-летняя девочка, а в теле 12-летней девочки находится взрослый мужчина. По ходу сюжета мы узнаем о реальном положении дел между Элькией и Орфеей. Именно так называются территории проживания людей под покровительством эльфов и орков. Далее вскользь нам рассказывают о других призванных героях, которых постигла не очень приятная участь, что наталкивает на одну мысль. Если ты ни на что не годен, призвавший тебя стороны, ты подлежишь уничтожению. Если Катя в мужском теле еще имеет некую значимость для призвавшей ее стороны, то с ее настоящим телом все не настолько радужно. Автор не бросается сложными словами, но у некоторых имеются поясняющие ссылки, не всегда нужные лично мне. И если большинство, возможно, прекрасно знает, что такое fireball, то не каждый может сказать значение слов плюмаж или темляк. В остальном история читается достаточно легко. Мы шаг за шагом узнаем о мире наравне с героями. Пытаемся понять его обычаи и то, как нам действовать в тех или иных случаях. У Кати образовывается свое скромное окружение, где мы сопереживаем каждому из героев. Мой любимый – Ойка. На мой взгляд, это очаровательнейшее создание. Это, конечно, не совсем плюс, но и не такой уж и минус. Так что вставим где-то между. Пока читала, наткнулась на пару кочек. Например, когда Катя рассказывала о том, сколько в машине лошадиных сил и почему они называются лошадиными. Когда мне было 12 лет, я не задумывалась о том, сколько в машине лошадиных сил и почему они называются лошадиными. Но такого рода моменты не сильно помешали мне в продвижении по сюжету. В основном все достаточно логично, и каждое следующее действие по-своему связано с предыдущим, что позволяет очень легко отследить цепочку событий, без возможности заглянуть слишком далеко вперед. В общем, можно сказать, что автор старательно прописал мир и героев его населяющих, следуя поставленным рамкам. В целом, можно сказать, что помимо мелких недочетов, как таковых, минусов я не нашла. Это не значит, что кто-то не найдет еще что-то для себя, но все субъективно. Да, определенно стоит. Вы погрузитесь в интересный мир и будете исследовать его с не совсем обычными героями. В вашей компании будет 12-летняя девочка,
в теле взрослого волшебника. Маленькая девочка с душой взрослого и опытного человека. Эльфийка-изгой, но при этом очень талантливый целитель. А также очень милые и забавные зверушки. Так что переходите по ссылке в описании. Если вас еще нет на Литмаркете, регистрируйтесь и читайте интересную историю «Свет и тьма» Владислава Баева. Главное, не забудьте поблагодарить автора за его труд. Если вы напишите хотя бы простое «спасибо», плюсик в карму вам гарантирован. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Сам издат», это еще не значит, что она плохо написана.